Всем привет, меня зовут Сергей Савенко, я ночной арт-фотограф и я снимаю вот такие фото. Зачем я снимаю это видео? Ко мне часто обращаются с такими вопросами, как я это снимаю. Это канал для тех, кто хочет узнать ответы на такие простые вопросы, а может быть даже и сложные. При описании каких-то моментов я буду упоминать такие понятия, как диафрагма, выдержка, ISO. Если вы не знаете, что это такое, то погуглите, посмотрите базовые знания о фотографии и возвращайтесь на мой канал. Все примеры, о которых я буду рассказывать, будут отсылаться на мой личный опыт, что я использовал, что я делал. Но, чтобы рассказать о более сложных вещах, мне нужно рассказать об основах такой фотографии. Для фотографии на длинной выдержке со световыми рисунками нужны всего лишь три вещи. Это камера, это штатив и это любой источник света. Первое – это камера. Почти в любых фотоаппаратах сейчас существует ручной режим настройки выдержки, поэтому подойдет даже телефон. Я лично начинал с камеры Sony A5100. Сейчас я снимаю на Sony A6300, на которой я сейчас записываю это видео, которая не сильно лучше, чем моя первая камера, но возможностей мне этих пока что достаточно. Второе, что потребуется, это штатив. По сути, нужна любая штука, которая зафиксирует ваш фотоаппарат в пространстве. Это может быть даже скотч. Однажды у меня не оказалось под рукой штатива, и я поставил камеру на крышу автомобиля. Первый мой штатив стоил в районе 500 или 1000 рублей, я точно не помню. Обычный китайский хлюпенький пластмассовый штатив, которого мне было с головой. И третье – это источник света. Подойдет любой фонарик, который вы найдете под рукой. Я использую обычные китайские фонарики. No name, здесь ни одной пометки. Есть, конечно, чуть-чуть более продвинутые варианты. Это конвой, но выбор фонаря зависит лишь от освещенности места, в котором вы фотографируете. Слишком слабый фонарь может не перебить того света, который вас окружает на съемке. Почти все кадры я снимаю сам и сам же рисую светом. На своих первых кадрах я ставил фотоаппарат на штатив, ставил таймер 5-10 секунд, запускал, отбегал к модели, рисовал светом и уходил из кадра. Выдержка была разная, от 2 до 30 секунд, а уж потом я начал пробовать пульт дистанционного управления. Также моя камера позволяет управлять настройками и съемкой с помощью телефона. Со временем я начал понимать, какие параметры мне нужны для того, чтобы сделать сразу удачный кадр. Поэтому пристрелка по экспозиции у меня занимает всего лишь 1-2 кадра и дальше идет съемка. Главный совет этого видео – это начните. Как только вы начнете снимать такие фотографии, вы сразу поймете, как это работает, и у вас большинство вопросов просто исчезнут. Так что выбирайте место потемнее и рисуйте. Только так можно научиться снимать такие фото. Если есть вопросы, задавайте их в комментарии. Я с удовольствием на них отвечу, либо сниму отдельный видеоролик, если это будет нужно. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик, все дела. Спасибо, что посмотрели. Have a nice night.